Всем привет, вы на канале Twin Китая. Мы продолжаем проходить Coffee Talk 2. Часть, второй эпизод. Бейлис. Не знаю, мне кажется, это отличная цветовая гамма. А мне кажется, это совсем не то. Бейлис и Луя. Слишком изысканно. Какое сочетание нравится тебе? Красный, черный, фиолетовый? А что, не так уж плохо. Ладно, давай так. Но только если ты реально этого хочешь, передумать не получится. Бэй. Я не знаю. Может быть. Давай сменим тему. У меня есть время только быстренько что-нибудь выпить, а потом опять на работу. Все равно мы сейчас ничего не решим. Может, в этом и проблема? Как мы спланируем свадьбу, если вечно откладываем важное решение на потом? Валери, что тебе больше нравится? Светло-зеленый, сиреневый, канареечный или красный, черный, фиолетовый? Что за канареечный? Что такое канареечный? Я знаю только птицу такую. Канарейка типа. Но, честно говоря, мне нравится красный, черный, фиолетовый. Вы давай не будем ставить других в неловкое положение. Это все нормально, но даже не знаю. Все так смотрят странно, они оба так странно смотрят. Это ведь ваша свадьба, важно, что нравится вам, а не мне. Беда в том, что мы сами не знаем, что нам нравится. Если мы принимаем какое-нибудь решение, то потом передумываем. С декорациями так и вышло. Ой, давай сейчас не будем об этом, а? Мне казалось, мы сошлись на эстетике загородной жизни, как на тех фотографиях с Тамадочил, которые ты показывала. Декорации в том стиле сразу тебе понравились. Да, но они оказались слишком дорогими. Нужно быть реалистами. Но свадьбы это ведь всегда дорого, особенно свадьбы со списком гостей в 200 человек. Зачем ты так? Я ведь не могу сказать дальним родственникам, чтобы они не приезжали. Ключевое слово «дальним». Ты знаешь хотя бы половину из них? Не в этом дело. Если я приглашу кого-то одного из них, то не могу не пригласить остальных. Это как эффект домино. К тому же они часто вкладываются в свадьбу. Мне по-прежнему кажется, что это лишнее. Возьму дополнительную работу, справимся сами. Если уж и выбирать, то лучше пусть у нас будет все, что ты хочешь. Даже если ради этого придется сократить список гостей. Только если моя семья не поможет нам все оплатить, у нас может не хватить денег. Спасибо, что веришь в меня. Не хочу, чтобы наша свадьба превратилась в обычный обед с кучей малознакомых нам людей. И я ведь пообещал тебе, что мы сможем позволить себе свадьбу мечты. Да, во что бы то ни стало. Я не хочу, чтобы ты... Спасительный звонок. О боже, мне показалось, у нее слюна капает изо рта. Это, блин, это дым. С работы. Мне правда нельзя задерживаться. Валери, можно закажу? Конечно, что будешь. Что-нибудь бодрящее. Голова раскалывается, у меня еще куча работы. Не откажусь от крепкого кофе. С какой-нибудь пряностью, пожалуйста. Есть предпочтение по поводу пряности? Нет, просто пряный крепкий кофе. Пряный. Крепкий. Пряный. Ну, это имбирь. Это корица. Это корица. Готовить. Кофе, корица, я считаю. Давай только скажи, что тебе не подходит. Я, угорну с этого. Отдать предмет. Не, ничего твоего тут нету. Все, назад. Праздничные бобы специально для тебя. Зимнее наслаждение. Горящий, бодрящий напиток, особенно вкусный в Рождество. Идеально подходит для снятия головной боли в дождливые вечера, когда много работы. Тут что? Луя. Коротко обо мне. Сразу все понятно стало. Спасибо большое, я как раз все сразу поняла. Понятия не имею. Если вы знаете, что здесь написано, напишите мне, пожалуйста, потому что я забуду перевести это. А сейчас я этого делать не хочу. Что-то новенькое. Идеально. Уже чувствую, как расслабляюсь. У него странная рука. Какая-то большая слишком, нет? Ну ладно, неважно. Что? Ты странная. Запах уж точно не расслабляющий. Сам ты странный. Мы с тобой вдвоем чудаки. Кто там? Аквия? Я просто ставлю... Это точно. Не Хайд? Серьезно? Милый мой чудак. Моя сладкая недотёпа.
Слишком приторно для меня. Так гораздо лучше. И правда. А вот Хайдик это то, что надо. До свидания. Можно я перейду, пожалуйста, к следующему? Я уже говорил, что обожаю твою улыбку. Можешь повторить. Мы с Хайдом такие, типа... Да. Ох, гадость. Это тупо мы сидим, знаете, с ним такие, типа... Угу. Сделай мне что-нибудь пряное, а то здесь стало слишком приторно. Это же я буквально только что сказала, что Привет. Бай. Я с радостью помогу тебе с этим, Хайд. Беллис, ты пока не готов сделать заказ? Хайд, извини, я не услышала, как ты зашел. Да, знаю. Вы были слишком погружены в то, что сейчас происходило. Даже он застопорился. Привет, Хайд. Заказывай сначала ты, я подожду. Я и так планирую здесь задержаться, пока у Луи не закончится рабочий день. Хорошо. Давай. Как я говорил, Валори, главное, чтобы напиток получился пряным. Есть предпочтение по поводу основной пряности? Нет, просто добавь побольше, а потом повтори. Хибискус. Корица. Корица это пряность считается? А может быть нужно было 2 гибискуса? Нет. Гибискус, корица, все правильно. Нет, неправильно. Почему неправильно? Или может не обязательно, чтобы оно было как... а если гибискус... Имбирь. Я не хочу просрать этот шанс. Срочно. Зоба, вот это оно. Все, скажи мне, что это то, что нужно. Скажи мне, что это оно. Bloodish Red. Это достижение куда ли? Ты бросил мне интересный вызов. Походу правильно. Это оно. Зоба. Традиционный нигерийский напиток с бодрящим вкусом имбиря, гвоздики и ананаса. Томадочил. Где Хайд? Супермодель. Коротко обо мне. Работаю в агентстве «Заблудшие ангелы», хотя моя юность уже и позади, по-прежнему нахожусь в поисках истины и смысла жизни. Dead Inside прям. Так, попробуй. Если здесь гибискус не понравится, то он вообще не твое. Посмотрим, удалось ли тебе разгадать Хайда. Ну? Мне даже слегка не по себе. Слишком хорошо меня знаешь. А, так значит, тебе понравилось. Идеально приготовленный зоба. Лучше не пробовал. Рад, что пополненный запас имбиря не пылится в углу. Получается, ты знал, что в прошлый раз у меня его не было? Прости старику его стариковские шутки. Ах ты! Как бы то ни было, если и пить гибискус, то только в такой форме. Была у меня подруга в Лагосе, которая угощала меня похожим зоба. Каждый мой приезд. Она жила у порта. Мы сидели, пили зоба и наблюдали, как мимо проплывают лодки. Здорово. Она была мне хорошей подругой. Была. Вампиры живут долго. Для нас друзья дело переходящее. Оу, это грустно очень. Это звучит очень плохо. Печально. К этому привыкаешь. Разве ты не должен теперь сказать что-нибудь насчет того, как надо ценить ежедневные мелочи, или что боль скорби — это цена за любовь? Боюсь, все куда прозаичнее. Что-то забывается, а с чем-то просто учишься жить. Кстати, о радостях ежедневных мелочей. Вы уладили семейные проблемы? Все еще собираетесь пожениться? Да. Что такое? Рэйчел. Папа нашел пропавший альбом с моими детскими фотками. Видели бы вы, каким я была сладеньким котеночком. В прямом смысле. Да, однозначно. Еще не заскучали? Да нет. Оказывается, планировать свадьбу довольно увлекательно. В каком-то смысле. Честно говоря, мне уже не терпится перейти на этап брака. Ты прям излучаешь энтузиазм. Эй. Ну вот, опять. Приятно видеть, что некоторые вещи остаются неизменными. В какой-то драматической... И в какой драматической обстановке тебе пора добавить в меню попкорн в Эллоре. Блин, вот Хайд... Блин, ну я не знаю, он харизматичный такой, немножко мудик. Это забавно. Я не знаю почему. Мне импонируют такие персонажи иногда.
Это все влияние Астариана. Энтузиазма было бы больше, если бы мы не ругались по этому поводу каждый раз. Недовольно моргает. Все, мне сейчас не до этого. Мне уже пора на работу. Конечно. И я тогда выпью что-нибудь. Пока, Валори, пока, Хайд. Пока-пока. Да блин, почему? Почему я ржу? Ох. Что тебе приготовить, Бейлис? Думаю, что-нибудь согревающее, сладкое и приятное. Как насчет горячего шоколада? Да, шоколад с медом и молоком — это то, что надо. Шоколад с медом и молоком. Приготовить. Чокоби Мируку. Интересное название. Сладкий, сытный, полезный, шоколадный. Отличное описание. Что еще? Идеально, говорит. Так. День рождения 10 августа. Дизайнер-фрилансер. Самый главный фанат группы Pumpkin Spice. Идеально. Очень вкусно, Вэлори. Спасибо, что так заботишься о всех нас в такой унылый вечер. Это особенно приятно. Всегда пожалуйста. Мы очень ценим наших посетителей. Это, конечно, распрекрасно все. Сидят, смотрят. Надеюсь, Луя не промокла до нитки. Похоже, она тебе очень дорога. Конечно, дорога. Неловкое молчание. Тогда почему вы вечно ссоритесь? Сам не знаю. Из-за свадьбы мы сами не свои. С тех пор, как разрешилась ситуация с моей семьей. В смысле, с тех пор, как ты разорвал с ними отношения? Да, с тех пор, как я перестал терпеть их осуждающие физиономии. Мы с Луи ни о чем не спорили до настоящего времени. Каждый раз, когда мы обсуждаем свадьбу, то будто превращаемся в других людей. Позволь кое-что у тебя спросить. Валяй. Чего ты ждешь от этой свадьбы? Я не знаю, он постоянно в роли какого-то психолога выступает, потому что он задает вопросы, задает, а потом вываливает правду, что ну слушай, даже когда его не просили, типа, ну слушай, вот тут ты, типа, говнячий делаешь, тут надо делать получше, тут надо стараться побольше. И вот такие слушают, типа, по факту чел говорит, по факту. В каком смысле? Вопрос несложный. Я лишь спросил, чего ты хочешь. Может быть, это благодаря его, я не знаю, сколько ему лет. Но ему столетие, наверное. Я не знаю сколько, но столетие, я думаю. Или я забыла, может быть, этот моментик. Но тем не менее, наверное, благодаря своему опыту он настолько хорошо помогает. Даже не пытаясь помогать, или пытаясь, я не знаю. Когда ты закрываешь глаза и представляешь себе этот день, что ты видишь? Честно, без понятия. Знаю, что Лоя будет рядом, вот и все. Откровенно говоря, уже неплохо. Но если у тебя нет конкретных ожиданий, почему бы тебе просто не позволить ей делать то, что она хочет? По-твоему, это просто. Я хочу, чтобы все было так, как хочет она. Это я и пытаюсь добиться. Я изучил все, что ей понравилось, там удочил каждую картинку, связанную со свадебной тематикой, которую она сохранила. Все места, которые кажутся ей классными, всех модельеров, на которых она подписана. Она заслуживает всего этого. Особенного дня. Но стоит мне что-нибудь предложить, она сразу принимает это в штыки. Мол, это перебор, это дорого и так далее и тому подобное. Это в самом деле чрезмерно дорого? Да какая разница, я не хочу, чтобы у нее была убогая свадьба. Просто потому, что я провал. Просто потому, что я провал. Ну, это не то, что мы хотели сказать. Просто потому, что я порвал связи с семьей. Хочу, чтобы все было так, как хочет она, потому что она этого заслуживает. Настоящую свадьбу принцессы. О боже, опять приторность, смотри-ка. Ты необычайно самонадеян. Хайд. Да нет, все нормально. Я знаю, Хайд как-то помог Луя. Если ему есть что сказать, я хочу его выслушать. Хорошо, потому что я высказался бы в любом случае. Вот об этом я и говорю. Он даже не спрашивает, ему просто насрать, он просто говорит. Это в жизни, это на самом деле очень некрасиво, очень нехорошо. В жизни на самом деле это немножко, так себе. По крайней мере, если это левый человек. А вот в играх, не знаю, мне импонирует. Не всегда, но в этом случае да. Ты сидишь здесь и рассуждаешь о том, чего хочет Луя, как будто знаешь, что у нее на уме. Ты же когда кого-то любишь. Нет, особенно когда кого-то любишь. Не стоит предполагать, будто знаешь все, чего хочет твой любимый человек. Только Луе известно, чего хочет Луя. Но в этом-то и проблема. Когда ее спрашиваю, она постоянно отвечает, что не знает, чего хочет.
Тогда ей время разобраться. Не дави на нее, этим ты только сделаешь хуже. Перестань закидывать ее идеями и не пытайся устроить для нее свадьбу принцессы. Просто за тем, что тебе самому стало спокойно. Слушай, может, ты хочешь тут работать вместо меня? А то они вроде нормально так сразу все свои проблемы решают. И что, если мы так долго будем решать, что состаримся, прежде чем поженимся? Если вы состаритесь, все еще будете вместе в браке или нет, думаю, это можно будет расценивать как победу. Раз уж мы заговорили о времени на размышления, советую тебе тоже воспользоваться им, чтобы понять, чего хочется тебе. Иначе тебя ждет свадьба, спланированная на основе твоего искаженного представления о том, какой этой свадьбу хотела видеть Луя. Сдается мне, это как-то печально. Факт. Да, это было неприятно выслушивать. Уэллис. Но ты все правильно сказал. Значит, мне нужно дать ей время разобраться, чего она хочет. Не такая уж сложная задача. Стоило самому до этого додуматься. Ай, ты жесткий, но справедливый. Вот-вот, плюсую. Возможно, мне стоит задуматься о том, чтобы сменить профессию, стать семейным психологом. Я не знаю, да. Только думаю, это куда скучнее работа моделью. Правда же? Работа моделью со временем надоедает. Разве тебе не нравится жить в Лос-Анджелесе? Нравилось. До поры до времени. Вообще-то я переезжаю в Сиэтл. Контракт с агентством расторгать не стал, так, на всякий случай. Но здесь не так уж много работы для моделей. Правда? Чем же ты тогда будешь заниматься? Вернусь к моим дружкам-гномам из мафии, конечно. Это он пошутил так? Брось, конечно же, я шучу. Точно? Я бы ни за что к ним не вернулся, они бы меня убили. К тому же я недавно узнал, как они и те, кто мне когда-то нравился, уже давно не удел. Теперь всем управляют их внуки. Будто это какой-то стартап. Мы правда сейчас говорим про мафию? Ответ на этот вопрос знаю только я. Тебе остается лишь догадываться. Да, походу, правда. Хайд любит валять дурака. Что есть, то есть. Ничего не могу с этим поделать, особенно когда вижу серьезные мины. Приму за комплимент. Кстати, что не так с управлением по типу стартапа? Это вроде бы довольно эффективный подход, разве нет? Молодежь. Ну почему это так забавно? Ну почему? Также нетерпеливы в делах, как и в любви. Эффективность — это еще не все. Я никуда не тороплюсь. Скорость выполнения задачи для меня ничто. Главное — качество. Может, тебе попробовать себя в медленной моде? Или изобретательном искусстве? Рисовать маслом — процесс не быстрый. Искусство стало первым, чем я владел. Несколько столетий назад. Да, то есть ему столетия, ему реально, наверное, где-то 300, может быть. Может быть, ему 300 лет. Где-то так. Но мой стиль сейчас не в моде. В моих работах... Или старше. В моих работах слишком много кьяроскура. А добавление синего цвета для создания оттенков кожи уже никого не удивляет. Вообще не врубилась, что он сказал. Ну, какое-то направление, понятно. Хочешь сказать, ты Рембрандт? Что это? Скажите, пожалуйста, мне, что это такое? Если об этом прознают ребята из мафии, мне конец. Вечно ты со своими шуточками. С советами ты, конечно, особо не церемонишься. Зато ты замечательный слушатель. Надеюсь, в твоей жизни есть люди, которые слушают тебя. Я переезжаю, чтобы быть поближе к ним. Он что? Он про этого, что ли? Про Галу? Да, я залезла туда, чтобы посмотреть имя этого чела-оборотня. Или про меня. Про меня. Или про Галу. Неважно. Что? Ничего. Кажется, у тебя звонит телефон. О, это Луя. Она закончила работать на сегодня, наконец-то. В смысле закончена? Она только ушла 5 минут назад. Ну ладно, сделаем вид, что там прошло 1 000 000 часов. Ты торопишься уйти, Бейлис?
Нет, вовсе нет. Но мне уже не терпится попасть домой, чтобы продолжить спор. Нет. Меня вдруг осенило. Наверное, это все из-за напитка. Да, это из-за напитка, не из-за него, конечно же. Пока не хочу ничего об этом рассказывать. Хороший эльф. Что это? Что это такое? Извините, вы меня смущаете. Что это? Да я не знаю, почему это реально забавно. Ладно. Good elf. Elf. Good boy. Тогда приятного вечера. Думаю, это правда выдастся приятным. Спасибо, Хайд. И тебе спасибо. Разумеется. Доброй ночи, Пелис. Он 100% все больше и больше с каждой своей фразой напоминает мне Астариана. Хайд, что за разговоры о мафии и работе модели и искусстве? Ты правда думаешь о смене карьеры? Прямо сейчас я думаю только о том, не угнали ли мою машину. Знаю, старик Джорджи утверждает, что поблизости безопасно, да и машина моя — это так, куча металлолома. Но я питаю к этой куче металлолома нежные чувства. Пон. Чувствую, что здесь кроется история. Да, причем еще какая. Расскажу ее вкратце, потому что уже довольно поздно. Эта машина у меня уже много лун, с тех времен, когда Гала был моим телохранителем. Я на какое-то время застрял в Сиэтле, пропадал на работе денно и ночно. В определенный момент понял, что мне нужно как следует отдохнуть. Но ты ведь знаешь Галу, он большой любитель придерживаться правил. Никакого ночного веселья, когда в самом разгаре большой проект. Гала бы такого не допустил. Тогда ты улизнул от него? Именно. Ты хорошо меня знаешь. Мы решили собраться с друзьями, мне отвели роль водителя, а они отвечали за развлечения. Я все сделал как обычно, подождал, пока Гала заснет, затем оставил под одеялом кучу подушек и придал им форму спящего Хайда. Я потом по-тихому вышел из номера. Оставалась лишь одна проблема. Именно Гала повсюду меня возил. Ключи от машины были у него. И я не горел желанием снова сновать рядом со спящим зверем. Так что я отправился в ближайший автосалон, купил самую дешевую машину. Я ведь собирался воспользоваться ей лишь на одну ночь. Избавлю тебя от подробностей, но мы с друзьями приехали в одно весьма живописное местечко. Занялись тем, что со стороны многим показалось бы противоречивым. Мне же это принесло немало удовольствия. Когда мы были полностью вовлечены в наше занятие, я вдруг услышал стук в окно. Ты угадай, стучал Гала? Волк собственной персоной. Он заглянул внутрь, затем начал бить по двери с таким неистовством, что вся машина заходила ходуном. Мне интересно, что они там делали. Потому что он-то четко не обозначил, что именно. Ну ладно. Мы все просто замерли, а затем Гала сказал: «Как вы посмели похитить Хайда?» Я не могу, его история — это нечто. Он открыл дверь и выкинул из нее всех моих друзей. Хайд, ты же не придумываешь. О, Вэлори, к сожалению, нет. Извини, я до сих пор теряю самообладание, стоит мне вспомнить о той ночи. Представь себе, он вынес меня из машины на руках, как принцессу. Я не могу. О лучшем телохранителе мечтать нельзя. Да-да, ежегодную премию он отрабатывал на 100%. Я даже не успел ничего объяснить. По крайней мере, пока он не вынул у меня изо рта кляп. Понятно. Я не могу, эта серия сведет меня с ума. Это просто что? Гала делал вид, что сердится, но на самом деле он был потрясен в меньшей степени, чем мои друзья, которым пришлось выковыривать из травы. Бедный Гала. Было ли сразу понятно, на чьей-то стороне? Лично я бы сказал, бедный Хайд. После того фиаско я больше не видел своих милых друзей. Как же меня разносит. Это нечто. Это нечто. Я не знаю, это нечто. Да, но даже тогда я не мог сердиться на Галу. Вообще-то его благородство показалось мне довольно очаровательным. Они все-таки вместе? Или нет? Или это дружба снова же? Вот у Галы и Хайда история такая же, как у Миртл и... Забыла, как ее зовут.
и Акви, вот, как у Миртл и Акви. Они вроде дружат, но у них такая дружба, типа, что... Ну, прям, либо очень жестко хорошая дружба, реально очень классная дружба, либо это что-то больше. Ну, кто знает, я не знаю. Хотя ему моя выходка очаровательно не показалась. Он проснулся, не смог меня найти и уже подозревал худшее. Еще до того, как нашел меня в чужой машине где-то в глуши. В щекотливом положении. Думаю, он действительно за меня испугался, так что следующие несколько месяцев он со мной не разговаривал, ни хрена себе. Это как-то несправедливо. Соглашусь. Он не хотел отдавать мне ключи от машины, так что мне пришлось ездить на развалюхе, которая припаркована снаружи. Ужаснее всего было, ты не поверишь. Я решил сделать широкий жест, повозить его по городу в этой машине. Он быстро перестал хмуриться. Полагаю, он не слишком высоко оценил мои водительские навыки. В общем, уж не знаю зачем, но я оставил себе машину. За это время в моей коллекции автомобилей произошло немало изменений, но эта старушка все еще со мной. Мне кажется, я менял все эти детали с дюжину раз. И она довольно помятая, но я успел к ней привязаться. У нас с этой машиной есть кое-что общее. Мы застряли во времени. В натуре. Хайд, кто бы мог подумать, что ты такой сентиментальный. Сентиментальный, вот как. Это все, что тебе удалось вынести из истории. Полагаю, так и есть. Хорошо, что кроме нас здесь никого. Я буду убедительно отрицать, что этот разговор когда-либо имел место. Похоже, дождь прекратился, значит, мне пора. Прежде чем я окончательно паду в твоих глазах. Надеюсь, с машиной все в порядке. Я тоже. И еще. Да так, ерунда. Доброй ночи. Что ты хотел сказать? Говори! Доброй ночи, Хайд. Ну что так делает? Да блин, что он хотел сказать? Удачно добраться до дома. Да, давайте заканчивать. Но эта серия реально, я даже не знаю, это хорошо. Это было хорошо. Это было хорошо. Мне понравилось. Понедельник, 25 сентября 2023. Первая волна заявлений на визу в Европу прошла неудачно из-за отсутствия подписей в паспортах. Краткая история взлета и выпадений фильма «Уирдстин» в прокате. Нет в наличии растущий спрос на костюмы астронавтов. Ладно. Надеюсь, перебой с электричеством не сильно повлияли на машину. Так, окей. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.